Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні пропоную вам рецепт сирних паляничок. Виходять вони дуже смачні, м'якенькі та пухкі. Первым делом поставлю опару. Тесто замешивается на кефире и молоке. Кефира 150 грамм, а молока 100. Молоко я хорошо подогрела, кефир комнатной температуры. В итоге получается где-то 30 градусов. Добавляю сюда дрожжи, чайную ложку сахара из общего количества. И все это хорошо перемешиваю до его полного растворения. И высыпаю сюда 100 грамм муки, тоже из общего количества. Опара получается не густая, поэтому подойдет быстро. Тем более добавлен сахар. Накрываю и отставляю для брожения. Пока опара подходит, я подготовлю остальные продукты. Понадобится одно яйцо, но его надо разделить, поэтому хорошо перемешиваем и чуть меньше половины отливаю для смазывания лепешек. А сюда высыпаю сахар, соль, растительное масло, только не все, где-то столовую ложку оставлю для вымешивания теста. И все это хорошо перемешиваю. Опара подходила 20 минут. Вот так вот хорошо подошла. Выливаю сюда всю сдобу, перемешиваю и добавляю муку. По рецепту надо взять 400-420 грамм. Это вместе с опарой. Я беру пока 400. Посмотрю по тесту. Если оно будет очень мягкое и липкое, добавлю остальное. Сразу, как всегда, перемешиваю лопаткой, пока продукты хорошо соединятся и соберутся в комок. А когда она уже не справляется, домешиваю рукой. Тесто должно получиться мягким, поэтому на столе домешивать не буду, только в миске. И выливаю то масло, которое оставляла. С ним тесто вымесится намного быстрее и не так будет прилипать к рукам. Сразу вымешиваю вот таким вот образом. И пока оно вам покажется плотным. Но оно еще не однородное, местами плотное, а местами наоборот очень мягкое и липкое. Мука у меня зернари, содержание белка 13,46. Есть такая же мука, только белка там поменьше. Поэтому на это обращайте внимание. Вот так вот прилипает к рукам, если придавить. Но так и должно быть. Не спешите добавлять муку, продолжайте вымешивать до однородности. А дальше будет удобнее вот так вот. Подхватываю пальцами, даже набираю всю ладошку, растягиваю, переворачиваю тесто и снова так же. Сейчас оно еще прилипает к донышку, но продолжайте вымешивать, растягивайте, развивайте клейковину муки. Тесто станет более эластичным и менее липким. Если на таком количестве муки оно у вас получается более мягким, можно даже сказать жидковатым, очень липким, то понемногу добавляйте. Обращайте внимание больше всего на тесто, а не на то количество муки, которое указано в рецепте. Тесто уже эластичное. Посмотрите, как легко отрывается. Остается немного липким, но от руки отрывается так же, как и от донышка. Коврик слегка смазываю растительным маслом. Миску, в которой будет подходить тесто, тоже. Немного его еще подмешиваю и округляю. Видно, что тесто однородное, эластичное. Посмотрите, какое гладкое, красивое тесто. Накрываю пленкой и оставляю при комнатной температуре на 40 минут. Прошло 40 минут. Тесто хорошо подошло. Коврик совсем немножко смазываю маслом растительным. Подкатываю в жгутик и делю на 8 одинаковых кусочков. Сразу так, а потом взвешу. Теперь все эти кусочки подкатываю в плотные шарики. Делайте это так, как вам удобно. Я сразу выдавливаю большие пузыри воздуха, прижимая тесто руками. Потом все краешки теста подтягиваю в середину и округляю. Получается плотный, гладкий шарик. И так подкатываю все.
Тесто очень приятное, шелковистое, под руками пищит. И чем мягче вы его замесите, тем воздушнее получатся лепешки. И тем дольше они не зачерствеют, останутся такими же мягкими и свежими. Накрываю пленкой, оставляю минут на 10 и буду раскатывать. Пока тесто отлеживается, можно подготовить сыр, натереть его на крупной терке. Я беру твердый и рассольный. Твердый мне нравится Король сыров, а рассольный моцарелла фирма Козуб. Можете взять только твердый, это по желанию скомбинировать, но мне так нравится больше. Они и получаются более красивые, и корочка не так подсыхает, если добавить рассольный. Тесто отдохнуло, еще немного подошло. Раскрываю и оставляю на пару минут, пусть немного подсохнет. Дальше разделывать буду на муке. Коврик немного подпыляю мукой, тесто сверху тоже. Раздавливаю сразу руками в круглую лепешку. Придаю правильную форму, а потом скалкой в разных направлениях. Раскатываю не все, а 4 штучки. Столько у меня ложится на один листик. И диаметр ее должен получиться примерно 13 сантиметров. 12-13. Тогда на них и сыра можно уложить побольше, и они все равно получатся пышными. Толщина, примерно полсантиметра. Через 5 минут раскатаю следующие, чтобы они по очереди подходили и выпекались. Накрываю пленкой и оставляю где-то на 15 минут. Прошло 15 минут. Один раз палец окунаю в муку и прокалываю тесто. Так лепешки получатся более пузырчатые. Не выдерживайте их дольше до прокалывания, иначе тесто полностью подойдет, вы его сейчас осадите, и оно больше не поднимется. Лепешки получатся тонкими, плоскими, совсем не пышными, ну и, конечно же, не такими мягкими. Аккуратно смазываю яйцом, не набирайте его на кисточку много, чтобы оно не собиралось и не запекалось в этих углублениях. Сверху выкладываю сыр и разравниваю вилочкой. Снова накрываю, пленка не прилипнет, так как они засыпаны сыром. И только сейчас включаю духовку, температура 180 градусов. Пока духовка нагреется, на это уходит 10 или 12 минут. Тесто еще немного подойдет и буду выпекать. Сырные лепешки полностью готовы. Выпекались они 15 минут при температуре 180 градусов. Средний уровень духовки, подогрев вверх-вниз без конвекции. Перекладываю их на решетку, чтобы быстрее остыли. Посмотрите, как они пузырятся. Вот так вот хорошо пропекается донышко. Пышные, воздушные, очень аппетитные и, конечно же, вкусные. Я думаю, вы покупали такие лепешки в магазине, но дома они получаются намного вкуснее. Вы побольше положите сыра. Они вкусные как в теплом, так и в холодном виде. В холодном, я уже говорила, остаются такими же мягкими, пышными и воздушными. Сырная корочка мягкая, только не перепекайте их, не пересушивайте. Готовьте з удовольствием і приємного вам апетита! Якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки, а постійним спонсорам мого каналу і тим, хто пригостив мене кавою, за підтримку та допомогу. Мені дуже приємно, що ви так цінуєте мій труд. І як завжди бажаю вам всього найкращого.